Как сладко пахнет лук, когда он правильно жарится, когда он из золотистого переходит в такой красный цвет. С лука, как правило, начинаются многие мои блюда. Даже если я собираюсь приготовить грушу. Грушу в гранатовом соке. Грушу в гранатовом соке, начиненную фаршем. Да фаршем не простым, а куриным, особым. Смотрите внимательно и не переключайтесь. Чистим груши. Обычная овощечистка. Точно так же, как чистят картошку. Только внимание, вот эту плодоножку не отрывайте, пригодится, пусть остается на месте. Долма что в Азербайджане, что в Турции, что в очень многих других восточных странах, особенно тюркоязычных, довольно популярное блюдо. В Азербайджане долму из чего только не готовят. Ну, разумеется, в виноградных листьях, в болгарских перцах, в помидорах. Есть долма в картошке, есть долма в луке, готовят даже долму в огурцах. И, разумеется, в очень многих фруктах, таких как айва, яблоки. Ну вот долму в грушах я даже в Азербайджане не встречал. При этом я вот что хочу заметить. Есть такой французский десерт, который называется груша в вине. Дело в том, что груша, вот этот мягкий, нежный плод, на удивление хорошо готовится. Яблоки попробуй почистить, поместить в жидкость и готовить. Они расползутся, разлезутся. А груша хорошо сохраняет свою форму. И я думаю, что груша отлично подходит для долмы. Сегодня мы с вами впервые приготовим долму в грушах, долму в гранатовом соке. Почему гранатовый сок? Французский десерт готовится в красном вине. Груша пропитывается этим цветом. Получается очень красиво. Там алкоголь испаряется. Но я понимаю, с другой стороны, что Азербайджан, Турция, хоть и светские государства, но все равно с преобладающим мусульманским населением. Поэтому мы как-то должны изменить рецепт. Я убираю вино и замещаю его гранатовым соком. С кулинарной точки зрения, что вино, что гранатовый сок обладают примерно равными свойствами. В них примерно равное количество кислоты, в них примерно равное количество сахара. Они почти что одного и того же цвета, а алкоголь из вина все равно испаряется. И кроме того, могу вас уверить, что алкоголь на грушу никаким образом не влияет. Так почему же во Франции готовят не на гранатовом соке, а именно на вине? Ответ простой. У кого чего больше? В Азербайджане гранат больше. Из этих гранат мы отжали свежий гранатовый сок. Я не смогу ответить на очень важный вопрос. Можно ли заменить свежевыжатый гранатовый сок гранатовым соком из пачки? Я не знаю, из чего сделан тот сок. А вот этот сок, я знаю, посмотрите, цвет у него какой. Густой, насыщенный, темный. Но есть одна проблема. О сути этой проблемы я расскажу вам позже. Долма. Вы знаете, что означает это слово? Долма – это нечто наполненное. Нечто наполненное чем-то. Чем? Как правило, фаршем. Нарезаем кусочками для мясорубки. Фарш из одной только грудки получится довольно сухим, поэтому я добавляю к нему еще и бедрышки. Косточки от бедрышек я не буду оголять совсем. Пусть на них остается немного мяса. В этом случае из этих косточек можно сварить какой-то, диетический супчик детский. Включаем мясорубку. Все привыкли, что в мясные либо куриные фарши добавляется лук.
Ну вот я думаю, что луку внутри груши делать нечего. Снаружи для соуса может быть, да. А внутри груши у нас будет изюм. Причем изюм я взял преднамеренно, так сказать, белый. Видите, желтый. Не надо выбирать самый крупный, самый дорогой. И будет даже лучше, если он будет слегка кисленький. Попробуйте один раз смешать мясной фарш, либо куриный фарш с сухофруктами. Это невероятно вкусно. Я поясню, почему я взял именно белый изюм. Почему не красный? Почему не черный? Я не хочу искажать цвет куриного фарша. Представляете себе, как это будет красиво, когда снаружи груша красная, потом постепенно эта пропитка исчезает на нет, внутри она, обычно желто-зеленого цвета, и внутри, в самом внутри, яркий, желтый, красивый фарш. Но вот с этим фаршем есть еще одна задача, которую нам предстоит решить. Фарш для долмы обязан быть жирным. Какой жир мы можем сюда добавить? Что, курдючное баранье сало? Неправильно. Очень много жира содержится в орехах. Грецкий орех тоже замечательно подошел бы для этого фарша, но у меня есть миндаль. Миндаль, который очистили от скорлупы, который распарили и сняли с него вот эту тоненькую оболочку. Отбелили, так сказать, бланшированный миндаль. Этот миндаль переработали на блендере, и у нас получилась вот такая миндальная мука. Впрочем, в отделах для кондитеров такую миндальную муку можно купить уже готовую. Очень важно попробовать ее, чтобы она не горчила. Нет, не горчит. И дело не в том, что сам миндаль иногда попадается горький. Этот горький бывает, как правило, самым ароматным. Дело в том, что жиры в орехах иногда прогоркают. Исключительно для цвета. Исключительно для цвета я беру немного куркумы. Хочу, чтобы этот фарш был красивым. Ведь он получается очень необычным. Настолько необычным, что и специи к нему необходимо подобрать необычные. Из обычного может быть только соль. Я думаю, что примерно столько соли будет достаточно. Да, у нас как бы сладкое блюдо, но все-таки это еда, а еда должна быть соленой. Вы представляете себе вкус будущего фарша? Представляете? Я об этом вкусе пока что только мечтаю. А теперь важный момент. Подбор специй. Какая-то острота просится в этот фарш? Просится. Но только не черный перец. Черный перец будет заметен в этом фарше. Белый перец мне не нравится ни по вкусу, ни по запаху. Ему не место в моем фарше. Я для остроты, для пикантности, для некоторого свежего вкуса возьму немного имбиря. Примерно половину от того, что у меня лежит в этом таджинчике. Натертые на терке свежий имбирь. Впрочем, можно было взять и сухой. Пожалуй, что получилось бы тоже очень интересно. Понимаете, да, что фарш у нас получается очень необычным. Ну и хорошо. Надо усилить этот эффект, чтобы человек, который попробовал этот фарш, сказал: нет, такого я еще никогда не ел. Кардамон. Кардамон очень интересная специя. И я беру уже молотый кардамон. Следует понимать, что кардамон может быть разной степени свежести. Он очень быстро выдыхается, потому что пахнет очень ярко. Если кардамон уже старый, то можно добавить и целую чайную ложку. Либо вы сами только что разломали вот эти шишечки, достали семена и растолкли их в ступке.
то, наверное, и четверти чайной ложки будет вполне достаточно. Фарш перемешиваем, и можно сказать, что фарш готов. Фарш готов, осталось груши начинить. Хорошо с болгарским перцем. Взял его, срезал крышечку и начиняй. Полость готова. А как быть с грушей? Полость необходимо устроить. Вот эту часть, колокольчик, оставим целый, а сердцевину необходимо вынуть. Есть какие-то выемки, вот такие заводские. Попробуем. Ну нет, это не то. Думаете, это обыкновенная чайная ложка? Нет, эту чайную ложку только что испортили. Ее заточили, ее сделали острой вот по этому краю и спереди. Превратили в некое подобие ножа. Посмотрим, как у меня получится с чайной ложкой. Ровно так, как надо. Ну а крышечки, колокольчики, рядом с каждой грушей свой, чтобы не потерялись, не перепутались. Хотите знать, что я сделаю с сердцевинами? Не переключайтесь, вас ждет сюрприз. Ну а пока можно начинять грушей. Фарш очень плотный, и я понимаю, что у некоторых возникнет идея сделать из такого фарша что-то вроде котлет, что-то вроде люля-кебаб. Я бы не советовал. В этом фарше содержится изюм. В изюме много сахара. Сахар при высокой температуре имеет свойство обугливаться. То есть и котлета, и люля-кебаб, и все, что вы не попробуете приготовить из такого фарша, это все будет выглядеть как бы пригорелым. Но а вот здесь, внутри груши, пока он нагреется, да и не нагреется никогда выше 100 градусов. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар.
Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Как-то раз я был в одном марокканском ресторане, где предлагали инжир, фаршированный фуагра. Знаете, что такое фуагра, да? Очень дорогая гусиная печень. Я соблазнился, заказал. И когда мне принесли на стол, я понял, что от инжира там осталось, собственно говоря, то, что обычно я не ем. Оболочка инжира. В принципе, ее можно съесть, но я привык очищать. А все самое ценное, все самое вкусное, эти марокканские повара, которые, несомненно, думали об успехе, они убрали, уничтожили. Мы с вами поступим не так. Кстати говоря, я вот вам не показал, а сами вы не догадаетесь. Ведь эти груши должны вариться стоя. А когда ставишь на них крышечку, они скользкие и падают. Поэтому попку у груши следует отрезать. Ну а, собственно говоря, что ей делать в нашей долме? И все, можно снова заниматься таджином. Лучок отличный, сильнее жарить не надо. Пора наливать гранатовый сок. Здесь у меня 2 литра сока из азербайджанских хороших гранат. И я подозреваю, что этого будет слишком много. Я оцениваю объем самих груш, и всегда лучше долить потом, чем думать, куда деть лишний сок. Обратите внимание, наливаю прекрасного цвета сок. Он немножко поставил на сковороде и обесцвечивается. Увы, таково свойство гранатового сока. Не теряется его вкус, не теряется его аромат, не теряется его задорная кислинка. Теряется его цвет. Зато у свеклы от кислоты цвет только укрепляется. У меня в стакане свекольный сок. 2 средних размеров свеклы. Во французском десерте груши в вине, вот то, что остается после вина, соус, получается довольно густым. Знаете почему? А французы туда сыпят очень много сахара. Я не думаю, что очень много сахара в долме это уместно. Чуть-чуть можно, чуть-чуть даже обязательно. Как же сделать тогда соус густым, обволакивающим, чтобы он стекал по груше крупными слезами? Есть способ. Пектин. Химическое вещество. Химическое вещество, которое в изобилии содержится в сердцевине. Что груши, что яблоко, что айвы. Все то, что мы добыли из груш, мы сейчас превратим в пюре. Все, достаточно. Не надо разбивать косточки до мельчайших частиц. Мы их сейчас процедим. Процедим от перегородок, от косточек и перельем в наш будущий соус только грушевое пюре и чистый грушевый сок. Понятно? Ну вот зачем мне все это в еде? Ни к чему. Грушево-гранатный коктейль. Перемешать, но не взбалтывать. Пора приправлять. Пора искать вкус. Ну, для начала все-таки немного соли. Вот столько. Примерно 1 чайная ложка. Чуть-чуть сахара. Знаете, на такое количество груш
французы взяли бы, ну, не менее стакана сахара, может быть, 1,5. Я пока беру ложку, ну ладно, 1,5. Впрочем, сахар, соль, любые другие специи в соусы всегда можно добавить на любом этапе. Вот обратно их не возьмешь никак, поэтому будьте осторожны. Приправляем, перемешиваем и обязательно пробуем, ищем правильный вкус. Мне кажется, очень хорошо. Попал с первого раза. Запоминаем. 1,5 ложки сахара и примерно чайная ложка соли. Ну, если все так хорошо, где же наши груши? Точнее, долма. Вы знаете, как на азербайджанском языке будет груша? Армуд. Вы слышали, возможно, это слово? Армуды стакан говорят. Грушевидный стаканчик, из которого в Азербайджане любят пить чай. Так вот, название этого блюда – армуды долма. Красиво звучит, Послушайте, красиво, да? Вот кто в Баку бывал, видел, там есть такие 3 башни, которые называются Flame Tower, то есть башни огня в виде языков пламени. Мне эти груши чем-то напоминают эти языки пламени. И я знаю, как усилить этот эффект, но вы не торопитесь, не переключайтесь никуда. Я вам все обязательно покажу. Мы еще не добавили специи в соус. Во-первых, корица. Ну, блюдо же, понимаете, кисло-сладкое. Настоящее восточное блюдо из сказки. Как без корицы? Как без корицы? Небольшую палочку пополам, и этого достаточно. Один кусочек корицы в один край, а другой кусочек корицы в другой край. Когда французы готовят эти груши в вине, они кладут в соус вино, черный перец. Черный перец, ладно. Если раскусишь, ну, жжение такое приятное, задорное во рту. А еще кладут гвоздику. Если раскусишь гвоздику, потом уже точно вам говорю, никаких вкусов не почувствуешь. Из этой ситуации есть выход. На этот случай у меня есть особая ложечка. Давно лежит, купил где-то на блошинном рынке. Посмотрите, какая ложечка. Она открывается, закрывается и даже защелкивается. Мы перец горошком. И гвоздику положим в эту чайную ложечку. Пусть варится. Когда не надо будет, уберем. В конце концов, можно попробовать. Вот лишний уже вкус пошел, много вкуса пошло. Все, убирай. Мало? Пусть еще варится. Ой, где же мне взять такую ложечку? Ой, где же мне взять такую ложечку? У нас такой ложечки нет, это все только у тебя. В Москве. Я добрый. Я добрый. Если бы у меня было этих ложечек хотя бы 10, я бы по одной раздал самым лучшим подписчикам. Но у меня эта ложечка всего одна. И она мне очень дорога. Поэтому я ложечку опускаю вот сюда. Зато у меня есть для вас совет. Во всех хороших чайных магазинах продают вот такие пакетики для чая. Запаситесь ими. Складывайте специи в такой пакетик. Закладывайте в такой пакетик хоть бульон, хоть соус, в любое блюдо. А потом в один прием. Раз, и все вынули. Вот теперь все супер. Можно было бы накрыть, а можно было бы добавить гранатового сока. Ну, посмотрите, гранатовый сок даже до середины груши не достает. Но я вам сейчас правду скажу. У меня остался фарш. Куриного фарша было много, и часть его осталась. Если этот куриный фарш оформлю в виде небольших фрикаделек, такая мини-кюфта, и положу сюда, место есть. Заодно и гранатовый сок.
приподнимется. Но ведь это фарш. Он будет выпускать из себя белок, будет выпускать из себя пену. И что получится с нашим соусом? Нехорошо получится. А давайте наши фрикадельки запечем в духовке. Запечем при температуре 130-140 градусов. Почти что до готовности, так чтобы их поверхность уже прихватила. Так, чтобы они не выпускали из себя белок, и чтобы пена не образовывалась. А потом добавим. Огонь. Сковородка. Курица. Очень тепло. Уютно. Очень мило. Так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает. Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь, мы умеем снимать вкусную рекламу. Посмотрите, какая кюфта. Посмотрите, какие фрикадельки. О, откроем крышечку. А здесь посмотрите. Здесь посмотрите, какая красота. Вы когда-нибудь видели хоть что-нибудь подобное? Согласно утвержденного плана, всюду раскладываем фрикадельки. Пусть они тоже чуточку напитаются гранатовым соком. Я по запаху чувствую, что специи уже очень хорошо отдали свой вкус. Убираю ложечку. Шедевр. О, называется это блюдо, еще раз напоминаю, армуде далмасы.